почини это, и машина твоя. Но именно уборщик поставил CEO в неловкое и позорное положение. «Ну и кто же теперь нас выручит?» — сказал он с усмешкой, скрестив руки на груди, наблюдая за тем, как из капота машины валит густой дым посреди элитного делового района. «А, точно! Мексиканец из техобслуживания. Наверное, он умеет делать не только так», — усмехнулся CEO. Трое мужчин за его спиной, в темных дорогих костюмах, расхохотались громко и злорадно. Консьерж Лоренцо стоял всего в нескольких шагах в синей рабочей форме, держа в руках ящик с инструментами. Он молчал, его лицо оставалось непроницаемым, но в глазах вспыхивали искры, смесь подавленной ярости и горькой беспомощности. Это был не первый раз, когда его сводили к стереотипу, но в этот раз все было иначе. Теперь это происходило на глазах у всех. Лоренцо проработал в этом здании более 20 лет. Его знали как человека пунктуального, ответственного, поддерживающего порядок и никогда не жалующегося. Но никто и представить не мог, что под этим синим комбинезоном скрывается инженер-механик с дипломом, который так и не смог работать по профессии из-за отсутствия документов после приезда в страну. В тот день он пришел всего лишь починить лифт. Но, услышав суматоху на парковке, подошел не из любопытства, а потому что услышал свое имя. Не с уважением, а с насмешкой. «Подойди, Лоренцо», — произнес CEO с холодной, язвительной улыбкой. «Если тебе удастся это починить, машина твоя». «Хотя сомневаюсь, что ты справишься с таким», — усмехнулся CEO. Один из руководителей снимал все на телефон, словно это была забавная сценка для вирусного видео. Они хотели унизить его, выставить посмешищем, сделать мемом о том, как рабочие из техобслуживания играют в механиков. Лоренцо опустил взгляд всего на секунду. Потом молча поставил ящик с инструментами в сторону, даже не открыв его. Он медленно подошел к машине, без слов, без колебаний. «Ты серьезно?» — съехидничал один из сотрудников. «Друг, это тебе не велосипед, это Мерседес». Шутка вызвала новую волну смеха, но Лоренцо уже молча заглядывал под капот. Сначала ему не понадобились инструменты, он лишь внимательно осмотрел двигатель, прислушался, коснулся нескольких ключевых точек и что-то пробормотал себе под нос. Затем отступил на шаг и посмотрел прямо в глаза CEO. «Это не пар», — спокойно произнес он. «Это утечка в системе охлаждения. А звук, который вы слышите, от вентилятора, застрявшего из-за пластиковых обломков». Над группой повисла неловкая тишина. «Ну, конечно, теперь у нас и уборщик-инженер», — с насмешкой сказал один из них, скрестив руки и изобразив преувеличенное удивление. «Может, ты еще и самолеты умеешь водить, Лоренцо?» Но Лоренцо промолчал. Он лишь присел на корточки и на этот раз открыл свой ящик с инструментами. Каждое движение Лоренцо было точным и выверенным, словно отточенное годами практики. Он ни на секунду не дрогнул. Несмотря на жару, раскалившую асфальт, его руки работали уверенно и спокойно. Менее чем за 3 минуты он аккуратно снял небольшую деталь и показал ее. Это была сломанная лопасть вентилятора, застрявшая в воздуховоде. «Это не заводской брак», — сказал он твердо. «Это следствие некачественного ремонта. Скорее всего, предыдущий механик поставил дешевую деталь». CEO замолчал, не находя слов. Один из его подчиненных неловко рассмеялся. «Смотри-ка, и правда что-то знает», — пробормотал один. «Но все равно не починит до конца. Ты ведь не собираешься реально отдать ему машину, правда, босс?» «Я держу свое слово», — холодно отозвался CEO. «Но сначала пусть починит, и чтобы заработало. Если, конечно, он сможет». Лоренцо ничего не ответил. Он вновь собрал все обратно меньше, чем за 5 минут, провел быструю чистку, используя то немногое, что у него было под рукой, и, наконец, протянул руку за ключами. CEO заколебался, но все же бросил ключи через силу с пренебрежением. «Удачи, мастер», — усмехнулся он. «Надеюсь, ты не взорвешь мотор». Двигатель завелся с мощным ровным ревом,
как будто только что сошел с конвейера. Наступила тишина. Смех стих. Один из сотрудников даже опустил телефон, которым снимал происходящее. CEO сжал челюсти, не зная, что чувствовать, унижение или удивление. Но прежде чем он успел сказать хоть слово, Лоренцо заглушил мотор, положил ключи на капот и не взял их. «Дело было не в машине», — тихо сказал он. «Это было ради уважения», — сказал Лоренцо и развернулся, чтобы уйти. Но когда все уже подумали, что история подошла к концу, один из руководителей пробормотал достаточно громко, чтобы его услышали. Странно. Для мексиканца справился неплохо. Лоренцо остановился как вкопанный. Не от обиды, его не задевала глупая высокомерная фраза. Он остановился потому, что уловил нечто другое, чьи-то шаги, голос, не из тех, что звучали до этого. Кто-то стоял позади. Это был председатель совета директоров. Он наблюдал за происходящим все это время, оставаясь незамеченным. На его лице было выражение, которое никто не ожидал увидеть. «Что здесь происходит?» — спросил он твердо, пересекая парковку уверенным шагом. Все обернулись в полном молчании. CEO побледнел. Лоренцо лишь спокойно моргнул. Председатель совета директоров, пожилой мужчина с седыми волосами и внушительной осанкой, остановился прямо перед группой, не скрывая раздражения. Его взгляд медленно обошел каждого из присутствующих, задержался на CEO, а потом на Лоренцо. Тишина стала почти ощутимой. Никто не осмеливался произнести ни слова. CEO попытался взять ситуацию под контроль, но прежде чем он успел открыть рот, председатель поднял руку, четко давая понять — молчать. «Я видел и слышал все. С того самого момента, как вы начали издеваться над этим человеком», — сказал он, его голос звучал спокойно, но жестко. «Может кто-нибудь объяснить мне, что здесь происходит?» CEO неловко усмехнулся, стараясь скрыть напряжение. Мистер Уитман, мы просто шутили. Этот консьерж просто хотел помочь и, надо признать, неожиданно справился. Все это — простое недоразумение», — попытался объясниться CEO, стараясь говорить легко, будто ничего серьезного не произошло. Но мистер Уитман нахмурился и резко перебил его. «Недоразумение. Ты называл его мексиканцем, как будто это оскорбление. Ты высмеивал его происхождение, его культуру. Ты публично выставил его на посмешище, словно он цирковой зверь, которого можно заставить доказывать, что он чего-то стоит. А теперь, когда он показал, что знает больше, чем вы все вместе взятые, ты называешь это шуткой». Исполнительные лица потупили взгляд. Один из них и вовсе незаметно отошел в сторону. Лоренцо все так же молчал. Он стоял спокойно, с тем же чувством достоинства, с каким подчинил машину. CEO пытался оправдаться, говорил, что хотел лишь замотивировать, что не имел ничего дурного в виду. Но его слова уже ничего не значили. Ущерб был нанесен, и то, что раньше воспринималось как сила, теперь выглядело как обнаженная надменность. «Ты знаешь, сколько раз мы говорили о взаимоуважении и разнообразии в нашей компании?» Продолжал мистер Уитман, теперь уже с явным раздражением в голосе. «А вы, так называемые лидеры, первыми же топчете все, что якобы защищаете». «С вашего позволения, сэр», — наконец заговорил Лоренцо, впервые нарушив молчание. «Мне не нужен автомобиль в подарок. Мне не нужна благотворительность. Я просто хотел, чтобы перестали смотреть на меня свысока», — спокойно произнес Лоренцо. Его слова прозвучали, как лезвие по совести. Каждый, кто стоял рядом, почувствовал, будто его поймали с опущенными глазами. В голосе Лоренцо было нечто большее, чем обида, это была боль, смешанная с внутренней силой, которая не оставляла пространства для оправданий. Но на этом все не закончилось. Один из сотрудников здания, наблюдавший за ситуацией из окна, спустился вниз, держа в руках телефон. «Это стало вирусным менее чем за час», — сказал он, показывая видео. Кто-то из руководителей, не заметив, опубликовал запись в своей сети. Клип уже набирал тысячи комментариев, одни осуждали расизм, другие называли Лоренцо символом достоинства и настоящей чести.
Лицо CEO перекосилось от беспокойства. Уже не нужны были доказательства, скандал вспыхнул, и сдержать его было невозможно. Председатель совета повернулся к Лоренцо. «Как твое полное имя?» «Лоренцо Рамирес, сэр». «Ты знал, что у нас есть вакансия на должность супервайзера по техническому обслуживанию? Там требуются продвинутые знания в механике, лидерские качества и профессиональная этика». Лоренцо выглядел озадаченным. Он медленно кивнул, не до конца понимая, к чему ведет разговор. С этого момента, громко объявил мистер Уитман, вы получаете эту должность, не из жалости, а потому, что заслужили это больше, чем кто-либо из этих притворщиков. Начиная с завтрашнего дня вы будете курировать всю команду технического обслуживания и охраны здания. И не беспокойтесь, ваша зарплата будет соответствовать вашему опыту, добавил Уитман. По собравшимся прошел напряженный ропот. Руководители застыли в шоке. CEO попытался возразить, но председатель его уже не слушал, он набирал номер на телефоне. «Забери свои вещи», — сказал он, не взглянув на него. «Твое время в этой компании завершено. То, что ты сделал, не просто неуважение. Это было позором для всей организации, и ты прекрасно понимал это». Лоренцо едва сдерживал слезы, не из-за повышения, а потому что впервые кто-то увидел в нем не просто рабочего, а профессионала. Человека, достойного уважения. Он поблагодарил скромным кивком, в то время как те, кто еще недавно насмехался над ним, теперь стояли с опущенными глазами, сломленные собственной гордыней. Один из руководителей подошел к нему перед уходом. «Лоренцо, прости. Я повелся на общее настроение, но теперь понимаю, кто ты на самом деле». «Извиняться надо не передо мной», — ответил Лоренцо спокойно, без злобы. «А перед всеми, кого ты унижал за внешний вид или происхождение». На следующий день здание казалось другим. В коридорах царила тишина, в которой чувствовалась перемена. Лоренцо шел по ним в новой форме, на которой блестела табличка «Старший супервайзер». Он больше не был невидимкой. Каждый приветственный кивок теперь звучал по-другому, в нем был уважение. Но главное в Лоренцо осталось неизменным — его суть и его достоинство. Он по-прежнему здоровался с каждым с той же спокойной улыбкой. Продолжал помогать, не ожидая ничего взамен. Многие говорили, что Лоренцо изменил свою судьбу, но правда была в том, что он всегда оставался собой, просто миру нужно было снять маску. Никогда не знаешь, кто скрывается за внешностью. Внешность может обмануть, но уважение и достоинство — это то, чем нельзя поступаться. Прошло несколько недель с того события, и то, что начиналось как внутренняя история, вышло далеко за стены компании. Видео, на котором Лоренцо заводит машину, стало вирусным неожиданно быстро. Но больше всего людей тронула не техническая сторона поступка, а его слова. Дело было не в машине, а в уважении. Средства массовой информации начали говорить о консьерже, который сумел унизить с достоинством. Его история постепенно превратилась в урок, который многие компании начали использовать в тренингах по лидерству и вопросам разнообразия. Но Лоренцо остался тем же человеком. Он по-прежнему приходил рано, приветствовал каждого, находил время узнать свой новый коллектив по имени и выслушивать их истории. Некоторые сотрудники подходили к нему просто, чтобы сказать спасибо. А для других, особенно для возрастных работников, он стал отражением самих себя, мужчин, которые когда-то тоже покинули свою страну, свой диплом, свое достоинство ради любой работы в чужой земле. И несмотря ни на что, никогда не переставали отдавать делу все, что у них было. Здание тоже изменилось. Расистские шутки, которые раньше были обычным делом среди некоторых руководителей, исчезли. Не из страха, из осознания. Теперь тренинги в отделе кадров включали обсуждение истории Лоренцо. Но самое важное, к персоналу по уборке и техническому обслуживанию начали относиться иначе. Люди стали всматриваться внимательнее, и один за другим раскрывались удивительные судьбы. Оказалось, что один из уборщиков, преподаватель математики, повариха раньше была медсестрой на родине, а садовник имел знания в архитектуре.
Однажды Лоренцо пригласили выступить перед группой новых сотрудников. Он не читал громких речей и не говорил пустых мотивационных фраз. Он просто рассказал свою историю, о том, как приехал в эту страну с дипломом, который здесь ничего не значил. О том, как годами трудился молча, в тени. И как тот день на парковке не стал победой, он стал возвращением уважения, которое у него отнимали снова и снова, но которое он никогда не должен был терять. «Иногда», — сказал он в конце, — «тебе не нужно, чтобы тебе дали власть. Достаточно, чтобы перестали тебя топтать». После выступления к нему подошла пожилая женщина, в глазах которой блестели слезы. «Спасибо, Лоренцо», — прошептала она. «Мой сын убирает офисы. Иногда он приходит домой полностью разбитым, не от усталости, а от того, как с ним обращаются. Сегодня я расскажу ему, что сделал ты». Лоренцо нежно сжал ее руку. «Скажите ему, что его труд имеет значение. Что он не один, что мы все заслуживаем уважения, даже если носим форму», — тихо сказал Лоренцо. Что касается бывшего CEO, его падение было публичным. Он пытался устроиться в другие компании, но вирусное видео преследовало его повсюду. На каждое собеседование ему напоминали его усмешку, его пренебрежение, его издевку. Это было не местью, просто мир больше не терпит такого рода лидерства. В конце концов, он устроился преподавателем в малоизвестный университет, где читал курс, по иронии судьбы, по деловой этике. Это было мягким наказанием по сравнению с тем, какой вред он мог нанести, но справедливым. Лоренцо никогда не хвастался своим повышением. Он даже отказался от множества приглашений на телевидении. «Я не герой», — говорил он. «Я всего лишь человек, который ждал. Пока однажды уважение не пришло само, с именем и фамилией», — говорил Лоренцо. Его история не была сказкой. Он не разбогател, не изменил свою жизнь в одночасье. Но он получил нечто куда более ценное — быть замеченным, услышанным и признанным. А в его возрасте это стоило больше, чем любой автомобиль. Потому что, когда ты всю жизнь строишь в тишине, единственное, чего хочешь, чтобы хоть кто-то, хоть раз, признал, ты всегда был рядом. С достоинством, которое никто не смог отнять. Так мексиканский консьерж починил не только двигатель. Он починил искривленную совесть всей компании и тысячи душ, кто увидел эту историю. Ты никогда не знаешь, кто скрывается за внешностью. Внешность может обмануть. Но уважение и достоинство всегда должны оставаться неприкосновенными.